Доброе утро всем. У нас все спят еще. Я чай захотел попить. Со свежего меда. Смотрите, какой густой, друзья. Как джем такой прям. И очень вкусный он. Хотел тут показать кое-что. Взяток у нас в этом году очень хороший. Ну, никогда столько меда не качали. Ну, качали только с верхних корпусов, забирали. И вот с утра тут что-то гудеж такой стоит. А Женя взял вот 2 корпуса, там полные, все полные рамки запечатанные. Говорит, поставил их сначала в сарай для откачки, чтобы откачать на следующий день. А пчелы где-то нашли дырочку и ну и начали таскать мед. Ну и он зачем-то 2 корпуса, вон они. Я туда не подхожу. Там движуха такая, не знаю, видно, не видно. И вот он 2 корпуса отдал им опять. Вот он печатанный мед, и они вон таскают его весь обратно в улики. Как бы я ну, но он сколько, 8 лет прожил с пчеловодом в помощниках. На авторитете тут у нас. Но я, если честно, не понимаю, для чего это. Может, кто-то из вас там, из пчеловодов, скажет, что это грамотное решение. Как по мне, пчелы должны, мне кажется, сейчас еще взяток есть, там липа полностью не отцвела. Они должны с леса еще мед таскать. А они, получается, заняты другой работой, таскают свой же собственный мед, ну, обратно в улики к себе. Если они нашли этот мед, то надо было вечером, когда пчела уже вся летная рабочая, ну, возвращается домой, улики эти взять, в амшанник занести, да и все, и потом откачать. Они на следующий день прилетят, уликов нету, все, полетят работать. Это какая-то фигня получается. Ну, плюс это может спровоцировать напад. Хоть и дальневосточная пчела, она не склонна как бы к воровству. Это больше кавказская, наверное. Ну, как по книге, по книгам, по литературе вот. Ну, все равно может спровоцировать. Какую-нибудь слабую семью ограбят. Так что такие вот мысли. Надо сейчас он проснется, спросить, для чего это было сделано. Ну а так меда хорошо качнули. Прям никогда столько не качали меда. Там 10 куботейнеров, и он еще просил куботейнеры привезти. Мы привезли еще. Ну, для нашей небольшой пасеки это как бы хороший показатель. Ну, я знаю, можно было больше. Ну, тут 7 уликов таких только, ну, более-менее сильных. Остальные так, отводки майские. Так, все, у нас пошла работа. Смесь кладочная, жаростойкая. Иваныч долго не рассусоливает. Все, сейчас будет работа кипеть. Эх, моя тачанка. Тебя что, еще держит?
сокол какой-то летает. Курочек наших хочет забрать. Хочет. Солнышко. Вот Иваныч, все это уже. Дорогу мне перекрыл. Шлагбаум. Что-то вы медленно работаете, у меня простой тут, блин. Иваныч, вообще страха нет, блядь. Мало того, что он, блядь, хочет тебя еще и проезд оплачивать, а ничего, что я тебе кирпичи вожу, блядь. Ты еще и заплати ему. Это уже, блядь, Это уже перебор, другая нахуй. история, блядь. Еще 2 кирпича мне надо. Ты тут еще и съемку ведешь, да? Да. Все. Покури. Я за тобой. 3 метра. Не, толщиной. Ну, 2,5. А, ну дюймов, значит 66 будет. Заслоночку. Так, Иваныч думает сейчас как заслонку эту делать. Я-то думал, что у нас будет она просто рядом с печкой. Ну и там поддувало открыл, она раз начинает тянуть. А Ванька говорит, чтобы у нас вот это приток воздуха был внутри печи. И чтобы была заслонка, то есть надо ее раз перекрыл, там перекрыл, можно, чтобы с поддувала воздух шел, можно отсюда, ну как-то, чтобы можно было регулировать это все хозяйство. И вот такая вот у нас духовка хорошая. Сергей Саныч с металлобазы нам выделил. Что тут у нас? Это 2? 3? Хорошая духовочка будет. И Ваня будет делать такую особенную печку. Ну, не можем мы сделать все как обычно, как у людей. Нам нужно, чтобы как-то было по-особенному. Он мне сейчас показал фотографию, какую хочет. Я такую и не видел никогда, если честно. Ну, такое исполнение печи. Если получится, все будет, блин, просто очень красиво. Практично, красиво. Получится, что-нибудь получится. Если Да. помучится, что-нибудь получится. Да. Так, ладно, все, пусть он тут мыслит. Ваньке не мешает лучше в такие моменты. У него начинает мозг усиленно работать. А когда стоишь, болтаешь, отвлекаешь. Да, Саня? Да. Взяли такой коврик силиконовый. Бумажка тут такая. Сразу Жека такие, опа, папиросная. Хотел Пригодится. Пригодится, да. В хозяйстве. Все, сейчас тесто, милое дело. Мишень такая. Даже прям. мишень есть. Ну. Что-то, маэстро, давай нам это. Музыку. Попозже. Веселую. Музыку веселую. Я тебя понял. Будет. Не, мы что-нибудь свое будем выдумывать. Ну, здоровая дверь. Че, сколько она? Вроде 33 было, блядь. Община сейчас. О.
Как Мияги. Не, вот так понижу. Все. Где ты эту панамку взял? Я купил. А, это твоя? Да ему подгон будет в общину. Ничего себе. Канай. Винтажный. Тупо фейс. Так, увеличиваем погреб. Андрюха у нас на пивке. Первый раз такое вижу за нашу бытность, чтобы... Так, здесь делаем для Ивана рабочее место, освещаем. Опять эту светильничек вот этот взяли, жестяночку. Все хорошо. И еще сейчас прожектор принесу один. Здесь с Андрюхой мы отдушины закрыли сеткой от мышей с внутренней стороны, чтобы было удобно ее закрывать в зимний период тряпками с той стороны. Вот. Все по фэншую будет. Ну так, это зимовье будет не, как сказать, больше для нас, для проживания. Тут никаких излишеств, скорее всего, не будет. Хотя мы всегда так думаем, а потом начинаем что-то городить. Так, что, хватит свет тебе такой? Надо кого-то ответственным поставить. Но у нас только костровой есть, этот за чай смотрящий. Что-то его, кстати, давно не видно. Где? Так. В общем, у нас тут работа кипит. Рудокопы тут у нас кирками. Проходчик. Точно, ты же проходчик у нас. Кирками орудуют. Доска кедровая, теплая. Вообще барак будет этот теплый пол. Так, саморезы у нас вот такие, друзья. Надо саморезы крутить с телом, чтобы при усыхании доски, при движении там, может, избушка ничего, ну, чтобы, в общем, доска не оставалась на резьбе, не оборвала его потом. Надо, чтобы с телом было обязательно вот здесь. Ну или на гвозди. Ну, на саморезы можно зато потом раз перекрутить их, подвинуть, не вырывая. Сейчас ломами задавливаем. Ну да, ну, по стружке видно. Ты зачем на кнопку нажимаешь? Так пили, блядь. Я ж первый раз хоть бы инструкцию не дали, ничего не дали. Какой-то ролик где-то вчера смотрел. Перфоратором дают. А он долго сидит, что-то там. Он ему перфоратор дал. Тут перфоратор долбит. Тут он говорит, что дурак, на кнопку нажимай. Раз дает. А, понял. На кнопку нажимает и все.
что, доиграет, да? Торцевать надо, да? Ты, у нас этот, да, стоит там, брусок, на нем играет. Да. Андрюх, ты что, все по привычке в глубину копаешь? Побег собрался устраивать или что? Ты давай, просто в ширину надо и в длину, все, не углубляйся, а то мы тебя потеряем скоро. Ночью брусочки. Косячок у нас тут небольшой возник. Ну, Что-то как держи. Я ее притянул еще. у нас, вот если мы сейчас вот эту доску сюда, опа, и вот здесь у нас кусок доски еще, а здесь опоры нету. Короче, сюда две доски сейчас фигачим. Слушай, спать ляжешь, да? Ну и на нее. Ну все нормально. Андрюха говорит, держи доску снизу. Почувствуешь, когда саморез в руку начинает входить. Постарайся убрать вовремя. Такой шутник он у нас. А что ты и раз? Сюда два. Что тебе? А. Дома в профиле собирал их, стенки обшивать. И профиль держу, и семечка себе в локоть. Если бы шуруповерт бы упал, все, я бы стоял бы. Давай откручивать, прям насквозь, я палец притирать. Ну, она вроде незаметно, да, махом. Раз. Я тебе так от боли. Че, давай еще сюда два. Дома никого, я один стою так вот. Андрюх, сюда два еще, да? Че тут у нас? А? Арбузик холодненький, да? С ключа. Вот мы так когда? В том году или когда делали, баню строили? Все хранили его в ключе. Нет, собаки не дали этому пропасть добру. Сожрали все. Сгрызли полностью арбуз у нас. Ну, сами виноваты. Ничего, сладкий Семен. Семен у нас расстроился. Хотел на рыбалку с нами, но мы далеко. Пешком там много ходить по лесу. По ключам, заломы. Хотел с нами. Так, где батя может? А, вот он. Женька будет борщ готовить. Да. Привез мясо. Супруга сказала освобождать морозильную камеру. Надо ей туда ботву срочно толкать. Что у нас там кипит? Эти зелень всякая там замороженная. Эти клубника перетертая, замороженная, жимолость, там чего только нету. Сказала мясо увезти с того года. Кстати, а вот так вот едешь, да, по лесу и с этим замороженным мясом, раз инспекция, ну а ты сюда едешь. И чё? Да ничего. Ну это... Ты же дома видишь. Ну а как ты это докажешь? Оно что, оно без ценников, это вот с того года замороженное. Ну да, если только то, что оно замороженное. Вроде козлятина, да? Нет, там зибер вроде. Да, что-то ребрышки. А, ну может козел, я не помню, что там. Пачку наложим. Ну. Снизу положить.
Ты на это съехал, Андрюх? Да, надо. Надо второй брать. Ну этот, гайковерт. Подсматривает. Можно этот кирпич перенести. Чё, Ну как там? парень, щиты? Нормалёк-то? Отлично. А? Замечательно. Чите привет. Обязательно. Пошли, пошли. Вот. Медведь. Ну и что скажешь? Ноль эмоций. Ноль эмоций. Понятно. Лайк. Что ты говоришь, что подшивать снизу? Вот так сверху на доски ложишь, лаги. Высота была. А как мы утеплитель тогда закинем? Ну, сверху еще бортики утеплять. Да ну ничего ты там не утеплишь. Как не утеплишь, ёпта? Ну а как ты там утеплишь, там не будет ничего. Ну, слоя не будет нормального. Ну, какой надо, такой ложь слой, ёпта. Ты еще борта делай вон там по краям потом. Ну. Так я про это, я и вот, если снизу подшивать, я и хотел борта делать.
А если ты сверху, а что тут останется? Что останется? Вот Ну, она, доска потолок. здесь будет. Ну, А что ты там утеплишь? это 30 сантиметров еще до потолка, ёпта, утепляй, доску пришиваю и засыпаю. А тут ты подошьешь, низко будет, ёпта, тебе, блядь, вообще на. Да ну что там низко. Вот так ходить на. Ладно, посмотрим. В тапочках пойдешь, ты вообще голову ударишься. Так я сейчас в тапочках хожу. Нет, ну надо высота, чтобы маленько была, это просторно чуть-чуть. Будет сутулость, нахуй. Все время там. Тебе-то что? Ходи да ходи. Это неправильно будет, если снизу пришел. Вот потолок провалится. Кого? Ну как? Пойдет? Мгм. Именно так. Что там? Давай. Будет холодно из этого потолка, что сверху прикрутим. Что говоришь? Я не вижу. Все равно тут под землей все будет. Нет, Так, так, нельзя шевелить ее? конечно. Отлично, заслоночка у нас. Хоп-хоп. Задвижечка. Раз. Из-под полов потянула пятерочка. А тут как внизу, ну, сделал снутри. Тут? А, вот она. Ну а золой она будет у нас забиваться? Жила вот здесь. Выгребай аккуратно. Выгребай-то еще, выгребай-то. Блин, Тебя мне ничем кажется, не что удивить, могу да? закидывать золой. Тебя ничем не удивить. Удивить. Чем? Бортик. Рогаткой. Андрюх, надо подравнивать еще. Да еще и повыше, блядь. Да. Домик строим, будешь приезжать зимой? Будешь тут жить. Нет. Что, не нравится тебе домик-то? Без папы нет. Банк складывай. Солонин. Папа, я здесь, а папа здесь. А мама? Тама? Мама дома. Девочка, здесь места нет. Здесь места. Ух ты. 100 метров. Это не ко мне. Че он говорит? Ну скажи, давай. Чем тебя удивить? Рогаткой. Зачем? Чтобы стрелять. Как? Будет 100. Ой, я перепутала.
Последний ты не будешь, да, это, ну, закатывать бетон. 1,75. Все съел. Не будешь съем? Рогатка моя. Ну какая? Папа, как ты вылезешь? А я и не слышал про половину. Батя, это твой жгут, короче, да, разлупил тут? Вот Кому-то вот это, да? сегодня будет хана. Да вот это пополам просто ребят. Тебе. Нет, не мне это ему. А тебе надо наоборот широкий, да, кусок? Да где-то не мне, это лично. Ничего не сказали. Я говорю, Может, сказал, есть не да? не, я говорю, что распускать ее, типа, ну, слишком широкая, надо Да. распустить напополам. Папа, Так бы я отрезал бы кусок широкой, да, и его бы распустил напополам. Так и надо сделать. пап, не нужно Ну все теперь. спиннинг. Папа, не нужно спиннинг. Клинит. Просто чтобы никто не пользовался. Не нужно спиннинг. Что, Жека, как успехи? Давай-ка ты мне подсобишь. Давай. Кто сказал? Конец. Давай. Давай. Берем Куда? на чурку. Да. Ставим. Это сюда ставим. Вот так. Открываем. Это сейчас заряжаем. На тебе ложечку. Чтобы негатива не было. Тебе ложечку. Так. Делается так. Давай. Высыпаю. Опа. Что, еще? Какой ты дотошный. Да. Есть. Что есть, то есть. Все. Все? Да. Попрям пойди. Давай возьмем там за низ бери. Получается. Что-то не вылазит. Надо еще копать. Это в расчетах объебались. Здесь засыпать надо. Так, и что нам, как сейчас это все красиво Вот развернуть? туда, так сейчас садись. Сможешь там пришел? Передовку к ним. Давай это. Где типа? Да, вперед. Вот этот угол. Тот не поднимай, а он... Плотничком как заходит. Да. Похуал. Все, да, слава богу, что больше копать не надо. Закапывай теперь. Блин, она у нас прям это, слышно? По самой чуть-чуть не досела, да, еще? Садись надо. На домашку сейчас принести. Там Пойди кувалды. Там, на верстаке. Что, попробуй на коне. Ты, Андрюха, ты не хочешь. Светик, ну что? Яма. Ой. Да тише ты, ну что ты, ну принесет сейчас, говорим. Палочку? Ну конечно. Доскалил. Не прикрутилось.
Все, сейчас щит колотим, ставим и все. Эти брашки спереди. Да, да. Вот так вот, даже руку не Все, можно картофан сюда грузить нам. И полочки сделаем, баночки, не баночки. С того угла, да, можно полки сделать такие. Здесь залезать. Надо меня думать, выберется, не выберется. Отлично. Хороший погребок. С той стороны можно было на степлер, да, еще пароизоляцию нафигачить, чтобы. Да, ничего. Не, ну земля, она в щели все равно будет просыпаться, нет-нет. Ну, у нас пароизоляции нет. Целлофан. Нет, целлофана не надо, сгниет. Топка как? Ну вот, ну, ложь, вот так топка будет. Тут на кирпич, тут на 2. Ну просто сейчас колосник сюда сдвину еще. Просто сбоку маленькая закладка. Блин, все не как у людей. Иваныч говорит, надо дрова кривые пилить. На самолете летят. Ну его нахрен, да? Что-то... И вот эти штурмовые качели. Что там, какие дрова кидали? Кривые. Кидай кривые, сейчас поворачивать. Сейчас побольше камешек возьму. Возьми, возьми. Ау! Ау! Жека, не подходи, убьет. А Ну, у меня когда- не было камня. Дай, зажжем, стрельнем, пробуй. Попробуй, не попадешь. Попробуй, не попадешь. Ну, А ты если, не- а если попадешь? На. А? Ну, это хорошо. Хорошо будет? Да. Скорее всего, не попаду я. Только оптику пониже спусти. Да. Планку. Чуть-чуть, Не попал, чуть-чуть, вот так, держи. вот так. Что ты там, а? Тапки свои нашел. Сколько в них людей Ну куда ты еще ближе тут подойди? убилось. Никто не ходил, Да? честное слово. Садуля упал. Что-то Что-то сломал. Неправильно держишь. Да. Газовал в Мишленовске. Они большие. Не надо прижимать, ты держи, да, вот так. Таким уже лет Не будешь сыпать, чтобы 10. ну-ка дай шарах. Почти, почти. Следующий. Рядышком был. Опа. Попал, но бутылка не упала. Показательно. Пока сам. Факт попадания был? Так, такой погребок у нас. Сделали этот щит такой, положили. Хорошо, что так сделали, они стали сразу полы прикручивать к коробу. Потому что сейчас у нас он на брусочках лежит здесь. Доски, получается, продых там есть снизу. Ну, лиственница. И доски, и брусок нижняя лиственница. И вот эти доски тоже листвяк. Вот две полочки. Все хорошо. Баночки 3-литровые влетят. И сверху тоже. Я думаю, хороший погребок. Для тайги пойдет. Я уже говорю, блин, сюда 4 улика смело влетят, даже больше. Можно местного мшанника его. В холодный год. Хороший погребочек. А то мы там кто-то нам советовал этот холодильник сюда всупонить. Мы уже такие подумали, может правда, потом да ну нафиг. А так смотрите, какая площадь большая. Здоровенный получился. Все вот по это место, наверное, мы сделаем крышку. Залез сюда. Достал, что нужно. Тут можно полочку сделать снизу под картошку. Но мужики говорят, лучше картошка, чтобы в ящиках была. Каких-нибудь. От мобилизации. Так, ладно, сейчас укоротим. Брусочки чуть торчат. Вот как сверху. Это внизу снимал. Мне нравится, друзья. Погребочек хороший. Не стали не обрабатывать ничего. Лиственница долго все равно продержится. Да если что,
2 часа делов. Какая подгнила, раз заменил. Это очень быстро все делается. Просто больше времени потеряем сейчас на эту обработку всякую. Хороший барачек будет. Мне на душе прям так приятно, спокойно, что избушечка наша скоро будет жилая. Много времени потеряли сегодня. Яму рыли. Мужикам говорил ямку вырыть. Они не стали. Говорят, полчаса сейчас мы ее выроем. Вот полдня они тут ее мудохали, ковыряли. А мы и продолжить не можем. Ну, полы гнать туда не можем. Ни туда, ни сюда. Все. Работа встала. Еще, ну, короб-то мы быстро с Андрюхой сколотили. И все остальное там внутри быстро. С Андрюхой быстро работать. Приятно. С полуслова друг друга понимаем. Молча все. Чик-чик-чик-чик-чик. Все, борщ готов. Так, мужик у нас тут с оружием. Сделайте мне, говорит, рогатку. Мы говорим, ну давай, тащи какой-нибудь рогатулю. И вот он самую маленькую. Ну, с нее можно, наверное, гусей сбивать перелетных, которые тут вот летят высоко. Козла глушануть можно. Ну, тебе только остается Козла. метательное оружие. Все. Саня выделил кусок кожи. Я бинтуху достал с манка. Все у нас есть. И пацан у нас просто сейчас при деле. Сейчас он тут все расхерачит. А, вы уже все? Вы уже все стреляли с нее? Молодцы. Сейчас будем конкурсы устраивать. Я боюсь представить, какие у вас конкурсы сейчас будут. Какие? Попал, выпил, не попал, не выпил. Ага. Попал, выпил в тюрьму. Ты с каждой рюмкой все, я говорю, реже будешь пить. Я вернулся. Здрасте. Че, соскучились по мне, да? Ой. Запрещенка. Чего? Чего? Идем. Кути. А где яйца? Я не понял. О. Ну-ка. Опа, чего тут у нас? Это любимое место их. Ну что, всего 5 яичек. Что-то вы вообще тут не работаете. Расслабились. Блять. Вообще. Ты хоть нормальный палец показываешь. А то Андрюха сейчас такой что-то считал, говорит, 1, 2, 1. И нам такой показывает. Я что включил-то, Саня, что-то это. У него какие-то вкусовые предпочтения, что-то с рецепторами своими вкусовыми. Все в порядке с ними. Ну да, арбуз с хлебом он ест. Соленые яблоки. Яблоки солит. Не, Только что ты, угу. Борщ а теперь сахарит. нет. не, вот допустим, Меняется с медом показания. сыр вкусно. Мне очень нравится. Ну так его даже подают, и тарелка сырная всегда. Не с знаю, нам не подают, мы сами так делаем. медом. В заведениях, берешь Ну, вино. в заведениях, может быть, не знаю. Мы, дай бог памяти, в каком-то году были в заведениях в таких, где могут что-то подать. Здесь Обычно, могут подать. мы обычно в таких заведениях, где самообслуживание. Разнос все вот подвинулся. Наложили. Там чуть ли никогда заказываешь, иди сам себе готовь. Ну да. Че, Андрюх? Накормил их, да? Да. В общем, смеркалось. О, папа, Ау, у нас на тарелке новый житель. кто? Гусеница. Не убивай. Это мясо. Вот сейчас ее надует. А змеей будет уже. Семен у нас все на костре. Сейчас собакам будем варить.
Семен помогает. Он уже сказал утром еще, без меня не разжигать. Угу. Мы так и сделали. Я без него не разжигал. Жека в офисе там что-то в своем ковыряется. Чё делать? Все вам понравилось. Все горит, все. Бомбанула. А ты думал, это так заводится? Нет. Мы тоже так думаем. Все сломался, наверное, или нет? Свечи надо чистить, выкручивать. Иди, блядь. Лопнула пора. Семен такой. Все, горит, все. Не заводи. Горит, да? Пламя такое. Я думаю, что лопнуло? Лопнуло сразу. Сейчас все загорится, двигатель. Все горит, все. Да, Семен, все горит. Значит, все работает, да? Нет. Нет? Наоборот, все плохо. Почему-то с горем пополам завели переломку этот раз. Ну, бензонасос почему-то не работает, когда зажигание включаешь. Может быть, что-то с электроникой. Ну, вот, когда стартером гоняешь, он заводился. В прошлый раз мы прикурили аккумулятором. Ну, когда долго стоит, она тяжело заводится. А вот, когда каждый день ее гоняешь, он заводится. А этот раз даже аккумулятор принесли, разрядили вот этот. И брызгали, получается, эфиром. Тут загорелось у нас опять все. Нифига не заводился. Ванька говорит, может, бензина нет? Я говорю, ну как нет? Ну, сюда же переломка заехала. Как без бензина она сюда заехала? У меня, говорит, был пример такой. Доехал, поставил, потом не мог завести, все там ремонтировали, а оказалось, надо было бензина добавить, бензонасосом качнуть, ну, на УАЗике, там механический этот завели. В общем, добавили бензина, сейчас налили и завелась спокойно. Ну все, а так бы это нам утром, мы сколько рыбалки пропускаем. Поедем завтра по ключам, порыбачим. Все, ладно. Уже он, смотрите, Леха гитару достал. У нас, смотрите, подсветка загорелась. Все хорошо. Когда народу много, дело спорится. У меня первая Нага старшая, а вторая, они же двойняшки. Да, только у меня дочь первая, Сёма последний. Но они... У меня средняя. И начинается, ты ж сама молоденькая, шлялась с хулиганами в юбочке с красными карманами. Так вот, Лизо, ту юбочку надень, пойдем в лесок к малиновым кустам. Смотри, Лизо, какой прекрасный день. Ты ж молода, не скажешь по годам. пусть командировочный муж страдает ревностью. Лиза избалована, Лиза хочет нежности. Лапочкой Лиза хватит полноте, в ее мужах тапочках я хожу по комнате. Так вот, Лизок, твою подаю тебе, сняв с мужа тап, сняв его подушки. Лишь 5 минут я был в твоей судьбе, но не забуду век твои веснушки. Муж приедет родненький, в дураках останется, а на подоконнике фикус проболтается. Все расскажет красочно, с кем спала и тешилась. Боже мой, бураши, все мужья помешаны. Ой-ой, Лизон, простит все муженек,
такой, как ты, нельзя все не простить. Когда покину утром твой порог, ты будешь водку в ожидании пить. Уже нету. Лиза, ляг поспи немного, в смысле ты же пьяная. Ой, твоя бедовая юбочка с карманами, выражаясь попросту, знай, что знают фикусы. Дуракам по области знать, как на кость выкусить. Конечно. А где же вы, красивые года, где я на фото с Лизкою под ручку расстались совсем навсегда. Сейчас я генерал, когда я был поручик. Что там мигает? А? Бывает, что-то мигает. А там же фонарик на зарядке стоит. Прожектор там этот. А, это шуповер. Шуповерт. Шуповерт. Чуковато так видно. Опа. Вот. Да, вот. Есть. Ну вот. Раз. Таежная. Стрелять. Да, вот. Такие. А утки летят. Нет. Я сломался. Там Боже. Таежная песня. Таежную? Кого дать? нет. Там уже стрелять что-то, блин. Ой. Короче. Вот вы тупые. Я? Блин. Че, ну давай ручку, бумагу принесем. Хуёво. Да, с ошибками можно написать мысль, главное донести. Друзья, у нас заказ песен. Сейчас такая пора настала. Заказ песен от слушателей. Стрелять, да? Стрелять куда-то. Да. И мне кажется, это не только про песни. Короче. Да. Сейчас, подожди. В общем, друзья, мы вроде разобрались. Это за Андрюха за авторскую песню, за таежную. Попросил. Вроде уже и листочек принесли, и ручку. Ну, раз уж так. Не надо? Писать не будешь? Папа, дай мне порисовать. Сыночка, не надо. Трупами идет тайга. Есть начало, нет конца. Там колея в полколеса. Вывозит по грязи шага. Красивого яблоня пути. Слушай, жди. Победы
теперь горят глаза. Да, уж перелом. Наживу ради никогда. Заради выживания спущу курок. Не получится. Прости, тайга, ведь я не для себя, я для своей семьи. Хочешь, подожди, я никуда не денусь, я вернусь, осмелюсь, я с тобой повязан, всем, что есть, обязан. Все? Ты ее хотел, Андрей? Нет, ну... Мы что, сейчас не то сделали? Нет. Пойдет, да? Пиши. Ну чё? Мы с тобой будем текст песни вот там писать. Что, не сможешь? Полететь в мою сторонку, скажи моей, ты скажи моей любезной, что за родина скажи моей любезной, что за родина. Отнеси платок кровавый, милая бушка. Черный ворон, черный ворон, что ты вьешься надо мной? Ты добычи не добьешься, черный ворон, я не твой. Пойдет, да? Все равно никто не знает. Ну ладно, давай. Нет. Так все спели уже? Нет, еще. Еще? Еще 3 ворона. Можно одну. Еще одну? Давай. Еще одну. Ничего себе там. Мини-питон. Змеевка. Она тут на запах самогона, наверное, проползла. Лопату надо? Лёх, Тащи возьми лопату. Змея здесь. Да. Острую лопату бери, на. Там у этого, у дерева вот здесь, где-то. Не подходи близко. Никогда змеи здесь у нас не было. Вот змея, вот она. Я увидел, нас чуть не обосрался. На. Не, что, правда? Серьезно, Да, какие вот шутки? она, вот Вон мы записываем.
Вон, смотри, какая полосатая. Где? Вот она ползет. Вот она. О, точно. Все. Ну что, сковородку разогревать? Орешница, слушай, блин. А? Орешница. Сковородку разогреваем? Где он? Лопату сломал. Да не, она в смысле... Я говорю, острую давай лопату. Подожди, она... Вон она. Искры летят. Вот, все, сейчас это... Все нормально, да? Да не. Он еще бросается, слышь. Все. Оставляем, да, вот так лопату, чтобы... Слушай, никогда не было здесь этих, ну, змей. Никогда не видели вообще. Дерсу что-то рассказывал один раз, что видел змей. Так что, сковородку-то Орешница. разогревать? Охренеть. Ну, никогда не было. Слушай, она еще там это... Да, это, ну, она долго будет сейчас играть. Вот она еще. Еще ползет, блин, смотри, а. Какая. Блин, странно вообще. Никогда не было здесь змей. Что, она ядовитая, не ядовитая? Орешница, да, ядовитая. Ну, как бы яда не столько, чтобы там человека убить, но дискомфорт создаст. А я решил просто по маленькому сходить Ладно. в эту сторону. Пришлось по большому. Пойдем.